Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз кармический 2026. Давайте узнаем, что ждет ваш знак зодиака. Что спешит на ваш порог? Что спешит, а может быть и кто спешит в вашу жизнь? Как изменится сама жизнь, а может быть и вы сами, с чем это будет связано? Иными словами, чего же ждать от 2026 года? И планетарные транзиты Урана и Сатурна как минимум до конца июля в 2026 году означают, что, скорее всего, нам придется завершать окончательно те темы, которые базируются на ситуациях из прошлого. Сатурн и Уран будут нам помогать навести порядок в тех вопросах, где мы подзастряли или где были у нас сомнения. Помогать будут закрыть изрядно надоевшие темы, расставить логические точки в волнующих историях. Вот давайте с вами приступим, рассмотрим. Конечно, мы останемся реалистами, мои дорогие стрельцы. Но для вас обещается, так если планетарно мы смотрим, доброе время. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Есть у меня разные гороскопы, есть и почему 2026 год будет особенным. Ну и я бы сказала, коридор возможностей. Вот перейдите, прочитайте. Я оставлю все ссылки в описании под видео, поэтому, кому интересно, вы можете дополнить информацию, просчитайте ваши планы с расписанием звезд. А мы идем дальше. Так, на пороге каких событий вы стоите или что спешит в вашу жизнь? Вот именно первая карта «Что нового?» давайте узнаем, войдет в вашу жизнь. Вторая карта «Что завершится?» или «Что вы оставите?» Может быть, и завершите сами. Третья карта. Важное событие или чем запомнится 2026. В чем вас ждет успех? Кто идет в вашу жизнь? Давайте тоже узнаем. Эмоциональная сфера. Какие люди в целом? Что будет вами продолжено? Неожиданности, которые изменят вашу жизнь, а возможно и вас самих. Что вам будет помогать, мои дорогие стрельцы? Что вам может помешать, к чему быть готовому? Ну и как кармический совет карту тоже достанем. Что же там нового? Четверка пентаклей, сохранение такое, да? Но вообще стабилизация, карта стабильности, порядка, где-то баланса. Пусть она не говорит о том, что ну вот прямо мы тут много денег получили сразу вот так с начала года, да? Все-таки карта будет говорить, поскольку пентаклевые финансы в центре вашего внимания. И может быть вам нужно быть, ну, более таким рачительным хозяином. Может быть, это ваша концепция в принципе к финансам меняется, когда приходы и расходы вы будете пересматривать. Но оно имеет смысл, потому что, как говорят, то, что ты сэкономил, 2 раза заработал. Ну, на самом деле. Может быть, это вы пересмотрите свою помощь кому-то, или вы пересмотрите какие-то свои траты, да, тем самым сэкономя. Вот как будто эта девушка прижала так вот к груди сумочку, а вот так как-то надежнее. Но это буквально вот что нового. Видимо, вы перестанете себя тратить свою энергию в пустоту. Ведь это не только пентакли, финансы, правда? Хотя, конечно, в первую очередь, но это в целом ресурсы, ваши знания, ваша экспертность в каком-то вопросе или вашей сфере деятельности, ваше время, затраты энергии, что вы отдаете и что вы получаете взамен. Вот здесь вы будете наводить порядок. И самое главное, баланс. Как будто стабилизировать что-то нужно. Но, может быть, у кого-то и правда ситуация сложная по финансам, и вам нужно выйти из финансовой бреши. Тогда у вас это получится в течение 2026. Я хочу достать дополнительную карту. Какое-то важное решение может быть. Вообще это всегда у нас возможность, туз жезлов. Но это возможность, которая, конечно, может и от собственного инсайта или, вот как я сказала, важного решения. Но это также означает еще информация, новость, которую вы получаете. И, может быть, это такой своеобразный триггер, который вас заставляет на что-то обратить внимание. Вот раньше вы могли поступать так же или какое-то время, но это, знаете, мы двигались или пользовались какими-то определенными методами. А вот здесь вы себе явно скажете «нет». Потому что я часто говорю в своих раскладах
Туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Ну вот, до и после. Тут действительно ваши ресурсы, вы научитесь себя сохранять, себя. Именно вот, может быть, даже ваше участие в каком-то деле, я, как говорила, помощь дважды, потому что тройка мечей– это карта, ну, очень глубокого разочарования. Это где-то и карта обид, и это карта предательства также, да, это что-то для нас было неожиданно. Ну, так бывает, что меньше всего мы от людей, от некоторых ждем, ну, каких-то неприятностей, но чаще всего именно где-то с этих сторон к нам и приходят эти неприятности, да. Но на сегодняшний день вы спросите, что это мне на будущее? Вот эта тройка мечей? Нет, мои дорогие. В моих раскладах я всегда говорю, тройка– это карта будущего. Но карта нам демонстрирует, где мы находимся сейчас, что у нас сейчас как бы на кону. И вот между прошлым и будущим ситуация, может быть, с начала года, я должна сказать, что не будет как-то в раскачку начинаться 2026 год. Скорее всего, мы так быстро войдем в русло забот, каких-то наших вопросов. То есть темп вот этот послепраздничный мы наберем достаточно быстро. Но, видимо, для вас, мои дорогие, вот наступает то время, когда, конечно, нужно, к примеру, даже проститься, может быть, с теми людьми, которые были в нашей жизни, может быть, они нам дороги, может быть, мы их очень любили, но сложилось так, как сложилось. Мы не можем что-то изменить вот по этой карте. Может быть, это у кого-то связано с тем, что человек рано из жизни ушел. Или меня смотрят люди из стран, где идет война. И очень вот эти сложные эмоции, когда разрушение, когда словно упало небо, что тут добавить. И тем не менее, вот раз мы живем, нам нужно идти вперед. Поэтому что-то есть в вашей жизни, что вам нужно оставить позади, чтобы вам это не мешало. Вот какой-то груз за собой не тянуть, мои дорогие, тогда легче шагать вперед. А идти вперед придется, как известно. Сердце не болит вот в данный период времени. Его как будто заштопали. Оно было израненное, кровоточащее, и мы словно вот так кричали от боли, а исправить ничего не могли. У каждого здесь своя ситуация. Но вот эти шрамы, они остались. Да, они заросли, но ныть на погоду будут. Может быть, нам периодически напоминая о том, что где-то, возможно, и мы совершили ошибки. Может быть, и есть ситуации, которые мы должны научиться отпускать, а не удерживать. Мы не на все влияем, увы. И вот у вас проститься вот с таким разочаровывающим прошлым. Самое время вас приглашает, мои дорогие стрельцы, 2026 год. Что нового? Вот смотрите, правда? Уход. Причем к натуральному светилу, а не к искусственному очагу. Кто-то решится, может быть, и на переезд. Иногда карта об этом говорит. У кого-то это смена работы, у кого-то вы изучать что-то будете. Я такое вполне допускаю. Поэтому где-то и четверка пентаклей мы пытаемся что-то стабилизировать и удерживать, самое главное. Тут же удержание идет, да? Может быть, прежде вы участвовали во многих проектах, а бонусы получил кто-то другой. У кого-то и рабочая ситуация тут тоже может проиграться. И вы понимаете, что нет. Даже по доброте душевной или из чувства благородства. Но не стоит делать некоторые вещи, потому что лично для вас, ну, никаких бонусов и плюсов. Это по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому у кого из вас сейчас сложная, двойственная ситуация, вы выход найдете. Причем кардинально какой-то новый. Карта будет вам говорить о том, что вы как будто учитесь, узнаете, правда, себя заново. Учитесь хранить молчание, чтобы вам молчание это помогало. Молчание это не значит молчание с вызовом, да? Нет, это когда скользкие темы, а нам нужно отступить полшага назад. Когда нам нужно о себе много не рассказывать, не быть открытой книгой. Потому что, может быть, и люди будут поступать так же. И явно есть какая-то история, может быть, о которой вы никому не рассказываете, которая вот была вот этим самым триггером. Но теперь вы понимаете, что есть я. И если я захочу, у меня все получится. Но мне себя придется виды как будто изменить. Или отношение к чему-либо, кому-либо. Здесь действительно какая-то
Ну, почти трансформация. Так что же это нового? Выбор. Влюбленная. Ну, я не исключаю, всё же эта карта именно о любви, мои дорогие. И говорит, сепарация только иллюзия, разделение. Конечно, карта говорит вам, мои дорогие стрельцы, вам придется в 2026 году, ну, проявлять какие-то высшие пируэты, дипломатия, это точно. Может быть, вот этих выборов у вас не один, а два, которые вам придется делать. И один может быть связан, может быть, и работа, или перемещение, смена места жительства, а у кого-то это будет напрямую касаться личной жизни, но для кого-то разочарование окончательно оставить позади и быть любимым и счастливым. Вполне вероятно и такое тоже. Ладно, давайте посмотрим вторую карту. Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Ну, здесь все понятно, девятка мечей, правда? Ну, где-то такое послевкусие после вот такой тройки, о которой мы с вами говорили. Сердце уже не болит. Но, видимо, оно может быть давно у кого-то, как таковое не болит, а вот память не отпускает. Нас постоянно окуная в какой-то омут эмоций прошлого, очень сложных. И все-таки карта говорит, открой глаза для начала. Ведь это карта искаженного восприятия. Вот все то, что вы, может быть, прежде думали или считали правильным, может быть, как ваше мировоззрение, тут более что-то глобальное, меняется именно потому, что вы открываете глаза. И, может быть, часть сложных вопросов вы считали, что это принципиально важно. А тут, как словно отряхнувшись, вы себе скажете: что-то я как будто в летаргическом сне или словно подзастрял. Это вот сейчас у меня не вызывает никаких эмоций. Действительно, проститься с грустью, с разочарованиями, депрессия или, может быть, у кого-то, ну, знаете, такая апатия на душе. Вот это все то, что уходит, ну и понятно, вы сами от этого отказываетесь. Важное событие, чем вам запомнится. Ух ты, 2026 год. Ну, конечно, любая карта, она, любой карты как бы не существует значения только плюс или только минус. Вот и 15-й аркан дьявол, тем не менее, нам говорит со знаком плюс. Это ваша физическая активность. То есть сил у вас будет достаточно. И снова нам о пентаклях или о денежной составляющей, это потому что деньги, и есть возможность заработать деньги. Но, чем запомнится, может быть, для кого-то из вас вот выход из сложного жизненного лабиринта, когда вы были в какой-то зависимой ситуации. По сути дела, все то, что нам рассказывали, пусть эта ситуация зависимости у кого-то будет связана с личной жизнью, и нужно делать выбор. А у кого-то это с работой или, может быть, планируемым переездом, ехать, не ехать, или это касается вашей вообще сферы деятельности. То есть занимались чем-то одним, а здесь наметите что-то другое. Или ходили в офис, в учреждение, а теперь будете работать на дому. Тут может быть такой какой-то сложный выбор. Может быть, как дополнительный доход вы что-то будете изучать. Но вот именно вот эти две или составляющие, или два направления, физическая активность и именно финансы. Но это нужно как-то сбалансировать, мои дорогие. Потому что важное событие может вам принести как будто или являться конкретный человек таким событием. Когда вы столкнетесь с тем человеком, может быть, вы испытываете к нему сильную страсть. Ведь это карта страсти, мои дорогие. Страстной любви точно так же. И здесь, знаете, это, конечно, прекрасно. Но, видимо, нам вовремя нужно открывать глаза. Может быть, и не надеяться даже на какие-то обещания. Обещают это прекрасно, но переложить на конкретные действия одно дело пообещал человек, другой вопрос, насколько он готов, к примеру, подписать какой-то документ. И у нас очень быстро все так расставляется по местам. Карта будет говорить о том, что, может быть, у кого-то сложная финансовая ситуация, когда из финансовой зависимости нужно будет выйти, и у вас получится. Но, видимо, мои дорогие стрельцы, тут без важного какого-то решения не обойдется. Но то, что люди могут встречаться такие соблазнительные, будьте аккуратны. Или пусть это какое-то предложение. Нам приятно слышать, так вот радостно нашему уху, да, мы даже соглашаемся. И, может быть, тот, кто нам транслирует что-то такое доброе или
лояльность по отношению к нам. Мы можем воспринять, что человек с нами заодно, а человек играет. Вот поэтому, мои дорогие, бойтесь любой игры. Любая игра хороша в определенных рамках. Но когда мы переигрываем уже или закрываем на что-то глаза, вот вам как будто так нельзя. И в этом вам будет помогать какой-то минусовый опыт. То есть какую-то ошибку не повторить. Вы уже где-то находили эти грабли в прошлом, и я так допускаю, что может, тем не менее, может быть, это будет связано именно с личной жизнью, встреча такого человека, когда хочется думать, что мы с ним вместе заодно, но, видимо, переложить на реальность ваши отношения, насколько готов человек именно сопровождать вас, насколько он искренен, потому что заинтересованы в нас многие люди, но и интерес, как известно, сегодня есть, а завтра исчез. Вот у вас в сторону надежности что-то должно быть. Хорошо. Кто идет в вашу жизнь? Восьмерка мечей. Ну, это, наверное, все то, что я говорила. У кого-то, знаете, вы подзастряли именно в ситуациях, которые были связаны с прежней историей любви. Я не имею в виду пары семейные, у кого все хорошо, но есть какая-то, сейчас мы рассмотрим, по крайней мере, тот вариант для тех, кто именно получил глубокое разочарование через союз, через личную жизнь. И неважно, как я говорила, чего касается тут история, у кого-то война, а у кого-то предательство, да? А в итоге-то у нас все равно вторая карта искаженного восприятия. Кто идет в вашу жизнь? Кто бы тут ни шел, нам карта говорит. Первое. Значит, тебе нужно как будто не замыливать себе глаза. Мы только что об этом сказали. Особенно, может быть, к новым знакомым, мои дорогие. Может быть, как и не повторить какую-то ошибку со знакомыми старыми. Не включиться преждевременно в какую-то глубину ваших отношений или не строить, когда вы еще недостаточно хорошо знаете человека, не строить сразу грандиозных планов, этим самым оберегая себя от разочарований. Здесь с учетом, посмотрите, дьявол, а по бокам две карты, которые искаженного восприятия, мои дорогие, по сути дела. Наука, психология, да? А вот оно, когда, так и бывает, да, когда мы в зависимой ситуации или когда мы, ну, на такой позитивной волне, но нам кажется, что что-то будет продолжаться, мы словно беззащитны, потому что нашу бдительность усыпили, мои дорогие, а здесь все-таки открывать глаза придется. Может быть, кто-то из вас как раз уже прошел этот сложный этап, и теперь вы можете видеть в 2026 более четко тех людей, которые начинают эту игру, а вы тогда в нее не будете включаться. Вот тут у каждого по-своему. Вот ваша задача. Люди надежные, работа надежная. Это не то, что на, может быть, короткий период времени. Ваша задача как будто построить свое благополучие в 2026 году. Ну, может быть, где-то стабилизировать, а потом как будто набрать темп, набрать обороты. Карта императрица. Здесь эта карта может сигнифицировать и о вас самих, когда мы надеемся сами на себя. Для кого-то из вас, как люди, может быть, это я не исключаю, какой-то и будет важный человек в вашей жизни, который может прийти надолго для тех, кто один или одна. Но тогда, может быть, до того, как вы его встретите, этого человека, еще каких-то 10 штук персон самых разных вы будете встречать. И тогда вот, понимаете, найти или, может быть, дождаться вот этой встречи для вас будет важно. Вам самим нужно быть как будто, ну, может быть, отчасти и на своей волне, и опять же дипломатом, вам будет буквально помогать какое-то увлечение, может быть, и хобби, или какой-то ваш интерес в сторону, ну, может быть, вы что-то изучаете или хотите себя в чем-то попробовать, потому что творческий человек, императрица, то есть это вам все помогает, и тем не менее выйти, тут у нас аркан влюбленный, завершить одиночество для кого-то из вас – будет такая возможность, как важного человека встретить. Для вас, мои дорогие стрельцы, те, кто в паре, те, кто человек семейный, здесь как будто смена статуса, правда? Ну, может быть, у кого-то дружба, и вы оформите ваши отношения. Для семейных, может быть, изменения в семье. Ведь по этой карте императрица, мы говорим, плодовита. И буквально, да, для кого это откликается по возрасту, по намеченным целям,
Вы можете в вашей семье или, мои дорогие девочки, вы ждете ребенка, и появляется, может быть, в 26-м году малыш. Или, мои дорогие мужчины, ваша любимая женщина ждет ребенка, может быть и так. Но императрица еще и плодовита именно на такие творческие инсайты, как я говорила. Поэтому какое-то дополнительное, может быть, дело, дополнительный заработок, дополнительный интерес вас и вдохновляют. И я бы даже сказала, ведь по урану, уран все дробит, поэтому нам приглашает нас, по крайней мере, если мы прежде имели одну работу, рассмотреть еще что-то дополнительное. Или хранили деньги в одном месте, в одном банке, на одном счете, а тут может быть не один счет, а два, не один банк, а два, ну и валюта может быть не одна, а несколько. Давайте узнаем, так а что же будет продолжено? Ну вот такой ваш путь к солнцу, мои дорогие. Что будет продолжено? Прояснение. Что будет продолжено, какая-то ясность у вас наступит. И с этого момента, вот, наверное, такой сложный, да, первый вариант или что нового идет в вашу жизнь, мы спросили. Первый вопрос. Я постаралась его раскрыть, вот, может быть, кому-то нужно переслушать. Вот, видимо, для вашего солнца, для какой-то абсолютной ясности, для вашего процветания, для вашего счастья совершенно необходимо какие-то гештальты закрыть, научиться сохранять себя по-новому. Здесь мало того, что с чем-то определиться, так словно и судьба все-таки может устроить экзамен, мои дорогие. Но мы спросили, что будет продолжаться. Солнце. Конечно, это карта эго, но это еще и карта выбора правильного направления. Поэтому я так думаю, вы будете определяться действительно, куда же я иду и с кем. Неожиданности, которые могут изменить вас и вашу жизнь, через личную жизнь. Вот какие-то, может быть, даже разные люди, которых вы встречаете, и вы научитесь к ним относиться непредвзято. Вот именно так, не строить сразу грандиозных замыслов, но и сразу же не откликаться настолько, как будто мы себя выкладываем полностью, а научитесь быть загадкой, вот как раз по верховной жрице, хранить молчание, не сказать ни да, ни нет, вот в каком-то нейтралитете находиться. Может быть, неожиданности, как ваше понимание, что ваш какой-то альтруизм достиг высшей октавы. Потому что альтруизм до самопожертвования иногда проходит по этой карте, королева кубков. А вообще нам говорят, у наших супругов даже, и не важно, что меня смотрят мужчины или девочки, но вот мы, если в целом неожиданности, конечно, я допускаю, что у кого-то это будет связано с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или асцендентом имеет. Но у кого-то неожиданности могут быть и от ваших родственников, буквально кровных родственников, или от людей, знакомых. Может быть, это какие-то перемены даже, которые происходят в вашем окружении у людей. И это каким-то образом будет оказывать влияние и на вас тоже. А с чем это связано? Ну, вы поймете, что Пирова победа, она то и Пирова победа, что она, конфронтация вам не помогает. Вот, видимо, неожиданность, как полностью осознание какое-то у вас будет. Потому что конфликты не помогают решить вопрос, они лишь его обостряют. И чаще всего, да, и один другому что-то доказывает, в результате разошлись, и каждый при своем мнении. Вот вы понимаете, что нет, тут нужно уметь держать баланс. Может быть, это и вы будете словно третейский судья, мои дорогие стрельцы, я такое допускаю. Но у вас возможность примириться, помириться или найти взаимопонимание даже со сложными людьми. Поверьте, потому что есть карта императрица, и значит у вас все получится. Стоит только захотеть. Что вам будет помогать? Еще одна тройка. А это вот, как я говорила, если у вас есть какой-то план, когда вы устремлены в будущее, как будто мы определяемся, завершаем какие-то вопросы в прошлом. По этой карте девочка остановилась для того, чтобы проанализировать, все ли я в прошлом закончила и что я с собой из прошлого возьму в будущее, что может быть моему прогрессу, как бы послужить этому прогрессу. Вот такие, понимаете, для себя, ну вот как по аркану Солнце, выбор правильного направления. Цель, мои дорогие, конкретное намерение и цель вам будут помогать осуществить или пройти, может быть, даже какие-то сложности, договориться
с несговорчивыми людьми или обойти какие-то острые углы. Что может помешать, к чему быть готовым? Ну, вот это когда мы просто ждем, вот, может быть, оно само разберется, или что-то вот оно из внешних каких-то источников к нам придет и поменяется, или кто-то придет и словно вдохнет в нас какой-то новый свежий воздух, может быть, вдохновение, или чем-то нас вот так вот поддержит. Нет, мои дорогие, ожидание вам может помешать, потому что оно незаметно превращается в пустые надежды, ну и в напрасное ожидание. Кармический совет. Ты должен быть счастлив. Вот конкретно туз чаш. Радость идет. Но может быть совсем радость, счастье. Мы все говорили об этом. Не случайно карта солнца у вас выпадает. Но потребует все-таки от вас как минимум выйти навстречу этому счастью. У меня есть такая колода Таро ангелов-хранителей, кто смотрит долго мои видео. И 8 кубков нам показано, как выходит человек, а ангел его встречает. Вот вам нужно выйти ангелу своему навстречу. И не сидеть как будто, да, вот так, может быть, и в гнездышке нам так и уютно, и безопасно мы так ощущаем. Но нет, жизнь, время идет вперед, и нам ничего не остается, как идти в ногу со временем, мои дорогие. Но тут ведь и правда радость сама по себе пытается войти в вашу жизнь. Но это не значит, что мы расслабились. Нет, вот какие-то ресурсы самому себе накопить, как будто, да, поставить перед собой правильные цели, выбрать направление, постараться как-то вписаться в новый алгоритм, который происходит во внешнем мире, может быть, для кого-то и так. И, знаете, жизнь, она тогда играет разными красками. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.